Добрый день, меня зовут Андрей Гладской, и вы на канале компании Като и Гладпро. Мы не просто шьем шторы, мы оформляем пространство вашей жизни так, чтобы оно становилось частью вашего стиля, уюта и того самого чувства, как хорошо дома. Сегодня мы работаем в изысканном загородном доме в Подмосковье. В этом ролике настоящий интерьерный эксклюзив. Оформление эркерного окна с современными ламбрикенами, а также спальни, кабинета, холлов и, конечно, кухни. Обязательно досмотрите это видео до конца. А начнем мы с кухни. Пространство, где все начинается. Что делает кухню по-настоящему уютной? Когда в ней пахнет не только выпечкой и свежемолотым кофе, но и ощущением вкуса к жизни. Ответ в деталях, а если точнее в шторах. Необычных, а лондонских, элегантных, продуманных, изготовленных с душой. Лондонская штора на кухне – это решение, которое всегда вызывает восхищение. Казалось бы, кухня – это практичность, но именно здесь особенно важно создать настроение и ощущение завершенности. Лондонская штора – это не просто декор, это стиль жизни. Это штрих, который создает тон всему дому. Монтаж начался с установки креплений. Монтажник подготовил основу и установил кронштейны. Первая линия – немецкий профильный карниз белого цвета, один из лучших на рынке. Он обеспечивает мягкое, бесшумное скольжение белоснежной тюли. Вторая линия – профильный карниз с липучкой. Мягкая часть пришита к самой шторе, что делает процесс съема и ухода за изделием простым и удобным. Идеальное решение для кухни, где важна и эстетика, и практичность. После монтажа дизайнер отпаривает каждое полотно вручную. Это обязательный этап, благодаря которому ткань ложится ровно, складки становятся четкими, а вся композиция выглядит как страница из интерьерного журнала. Лондонская штора в этом проекте декоративная, без механизма подъема, и это был осознанный выбор. Классическая форма, аккуратные ушки по бокам, элегантные банты – все вместе создает образ с характером. Она одновременно строгая и мягкая, элегантная и уютная. Обратите внимание на ткань. Нежная светлая клетка – универсальное решение, которое гармонирует с классикой и английским стилем. Рядом белоснежная вуаль, легкая, почти невесомая. Она не заслоняет свет, а растворяет его, наполняя кухню мягким сиянием. Подхваты закреплены на декоративных крючках с золотым покрытием. Это не просто акцент, это тот самый финальный штрих, который объединяет интерьер в единое целое. Переходим в гостевую комнату на первом этаже. Здесь монтажник заранее установил профильный карниз, тот же самый, что использовали по всему дому, для единой стилистики и идеального скольжения. Дизайнер Евгения вместе с ассистентом Татьяной бережно развесили шторы, а затем установили ламбрикен. Обратите внимание, окно имеет изогнутую форму, и это потребовало особой точности. Все линии и складки легли аккуратно, ровно и эстетично. Свет в этой комнате довольно сложный, но мы знаем, как работать с такими условиями. После развеса Татьяна приступила к отпариванию. Этот этап мы никогда не пропускаем. Только идеально отглаженные складки придают шторам тот самый безупречный вид. Если окна – глаза дома, мы делаем им макияж класса люкс. Когда ткань выровнена, складки четко оформлены, а композиция обрела объем и форму, можно считать, что работа в этой комнате завершена. А мы переходим в мужской кабинет. Какой должна быть штора в кабинете? Просто декоративной или отражающей характер пространства, статус владельца и общий стиль дома? Ответ очевиден. Она должна быть безупречной, как костюм, сшитый на заказ, как подпись под важным документом. Кабинет – это не просто помещение, это территория решений. Здесь важна каждая деталь, от формы кресла до фактуры ткани на окне. В этом проекте мы выбрали профильный карниз с идеальным скольжением. Он установлен под потолочный плинтус, визуально незаметен, но функционально безупречен. Затем помощник дизайнера Татьяна аккуратно надела крючки на молочную вуаль, которая будет мягко рассеивать свет на окне, добавляя тепла интерьеру. Здесь важен баланс. Ни капли излишней строгости, ни грамма лишней мягкости.
Все в меру. Цвет и структура ткани подбирались исключительно на объекте. Только при естественном освещении и в окружении конкретных элементов интерьера можно найти идеальное сочетание. Мы не подбираем ткани на глаз, только индивидуальный подход. Шторы в этом кабинете выполнены в комбинированной технике. 2 оттенка, подобраны с ювелирной точностью. Такое сочетание подчеркивает архитектуру помещения и придает интерьеру солидность и статус. Все это работа нашего собственного цеха, где каждое изделие создается с безупречным вниманием к деталям. Далее переходим во вторую гостевую комнату. Это пространство создано для приема гостей. Здесь важно было совместить уют, эстетику и статус. Монтаж начинается с установки белого профильного карниза. Карниз крепится в стену, под плинтус, чтобы он был практически незаметен, но при этом функционален. Мы используем один из лучших карнизов на российском рынке. Универсальный, надежный, идеально подходящий для любых текстильных решений. Обратите внимание на изумительное покрывало с геометрическим рисунком. Оно не только визуально завершает образ комнаты, но и подчеркивает стиль. Практичное, благородное, очень красивое, настоящий акцент в интерьере. После развеса штор Татьяна аккуратно отпаривает каждое полотно. Это обязательный этап, благодаря которому ткань ложится идеально, а композиция приобретает завершенный гармоничный вид. Шторы и покрывала в этой комнате – настоящие интерьерные шедевры. Они не просто украшают помещение, они подчеркивают его стиль, усиливают впечатление от всего дома и создают ощущение безупречного вкуса. Здесь каждая деталь на своем месте. Все смотрится цельно, элегантно и безупречно. Далее мы поднялись на второй этаж, в просторную мужскую комнату с эркерным окном и выходом на балкон. Задача была оформить окно в сдержанном мужском стиле, но с ноткой элегантности. Монтажник установил профильный карниз белого цвета прямо в стену, чтобы ничего не отвлекало от главного текстиля. Затем Татьяна аккуратно развесила портьеры и приступила к отпариванию. Этот этап всегда важен. Ткань оживает, раскрывает структуру, ложится в идеальные складки, и интерьер приобретает завершенность. Обратите особое внимание к выбору ткани. Этот геометрический рисунок на портьерах – новинка этого года. Материал благородно переливается золотистым отливом. Эта ткань в высшей категории, настоящий VIP-уровень. Такие шторы не останутся незамеченными вашими гостями. Самое выгодное вложение в интерьер – это шторы, потому что именно на окно все смотрят первыми. В паре с этими эксклюзивными портьерами мягкая молочная вуаль. Она добавляет легкости и красиво рассеивает свет. Освещение в комнате теплое и приглушенное. В таком свете фактура ткани играет особенно выразительно, а общая композиция смотрится по-настоящему дорого и стильно. Рядом с окном кровать. Здесь мы подобрали практичное и эффектное покрывало, идеально вписав его в палитру интерьера. Один акцент, и все пространство заиграло новыми красками. Это и есть искусство текстильного оформления, когда каждая деталь работает на безупречный интерьер. Далее переходим в спальню хозяйки дома. Можно ли одним движением руки превратить обычную комнату в женственный интерьер мечты? Можно, если это движение развес наших штор. Шторы, которые не просто закрывают окно, они задают стиль, формируют настроение. Говорят без слов. Здесь живет вкус. Здесь ценят красоту. Здесь душа. Женская спальня – это пространство, где все создано для уюта, легкости и эстетики. Каждая деталь здесь словно страница интерьерного журнала. Шторы в изысканной комбинированной технике. Авторское покрывало. Декоративные подушки. Все выполнено в едином стиле, с вниманием к каждой складке, к каждой строчке. Работа над проектом началась с демонтажа старого карниза. Пластиковая шина, установленная ранее, это временное решение и точно не для интерьера, где ценят уют. Скажем прямо, пластиковые шины портят впечатление. Это как ставить пластиковый багет на картину эпохи Ренессанса. Мы сняли старое и заменили его на металлический карниз цвета теплого золота. Никакой показной вычурности, только благородный блеск, изящные наконечники, прочная конструкция. Такой карниз не только функционален, он подчеркивает архитектуру окна. Это как идеальные часы к костюму, небольшая деталь, которая завершает весь образ. Затем развес самой шторы.
шторы. Мы всегда используем только шторную ленту шириной не менее 8 см. Именно она формирует четкие и равномерные складки, сохраняя структуру и объем даже после стирки. После развеса начинается один из самых важных этапов – это отпаривание. Татьяна бережно и с любовью проходит каждое полотно профессиональным парогенератором. Мягкий пар разглаживает мельчайшие складки, устраняет остаточные заломы после транспортировки. В этот момент интерьер собирается в единое целое. Шторы становятся акцентом, тем самым пазлом, который завершает композицию. Получается не просто красиво, получается шикарно. Это эстетика высшего класса, которая видна в каждой мелочи. В дополнение к шторам мы изготовили покрывало на двухспальную кровать. Плотность синтепона 100 грамм для мягкости и формы. По бокам покрывала юбка с ручной складкой. Все выполнено из тех же тканей, что и основные шторы, для идеального сочетания по цвету и фактуре. Каждая деталь работает в гармонии. Никакой пестроты, никаких случайных решений, только стильная и профессиональная работа. И, конечно, подушки. Мягкие, пропорциональные с идеальной посадкой. Они словно ставят финальную точку в этой интерьерной симфонии. И вот результат. Спальня, в которую хочется возвращаться. Комната, где хочется просыпаться. Пространство, которое не просто украшено, оно прожито с вниманием, вкусом и любовью. Этот интерьер не кричит о роскоши. Он шепчет о тонком вкусе. О том, что истинный уют рождается в ощущениях. Когда цвета звучат в унисон, ткани струятся безупречно, а каждая складка лежит идеально. Спальня перестает быть просто комнатой. Она становится частью души. За каждым таким проектом личное наше участие. Руководители КАТО и ГЛАДПРО, Андрея и Екатерины Гладских. Это наш семейный бизнес, где каждая штора как личная подпись. Далее мы переходим в холл на втором этаже. Можно ли оформить холл загородного дома так, чтобы он напоминал интерьер пятизвездочного отеля? Можно, если это проект от КАТО и ГЛАДПРО. Мы находимся в просторном светлом холле с двойной высотой. Именно здесь начинается визуальное восприятие второго этажа. Именно здесь каждая деталь важна, потому что взгляд неизбежно останавливается на текстиле. Пространство сложное, много света, высокий потолок, нестандартные архитектурные решения, вид второго света и начало красивой люстры, а значит и повышенная ответственность за результат. Карнизы были установлены нами заранее, использовали профильную систему с креплением в стену, аккуратно спрятанную под плинтус. Такие решения позволяют не загромождать пространство и выглядят особенно элегантно в современных интерьерах. Ткань поступила на монтаж уже в идеальном состоянии. Швы выровнены, длина выверена до миллиметра, крючки надеты вручную с точным соблюдением шага. Такой подход экономит время и обеспечивает безупречный результат уже в момент развеса. Здесь дизайнер выбрала люксовый европейский бархат, глубокий оттенок, мягкий блеск, плотная, но струящаяся структура. Бархат – это всегда статус, но здесь он не просто для красоты, он работает на контрасте с вуалью, подчеркивая ее невесомость. Рядом с ним белоснежная тонкая вуаль, легкая и воздушная. Она уравновешивает тяжесть бархата, дает свету мягко проникнуть внутрь и создает ту самую атмосферу, которую невозможно подделать. Свет в этом холле непростой. Настенные бра дают теплый, рассеянный свет, и подбор ткани шел с учетом именно этой температуры. Здесь текстиль работает не просто как декор, он, можно сказать, встроен в архитектуру света. Контрастный дуэт бархата и вуали дает то, что нужно. Глубину, теплоту, утонченность. Это решение не просто красиво, оно звучит тихо, благородно и дорого. Далее мы переходим в холл второго этажа. Он находится рядом с мужской спальней, в светлом холле, где важно было сохранить ощущение простора. Здесь мы повесили белоснежную вуаль и красивый европейский бархат, дополнив его элегантным подхватом. Все развешено на белом профильном карнизе за воротами по бокам. Классическое решение, выдержанное и безупречное. Легкая ткань красиво драпируется, мягко рассеивая свет, а бархатный акцент на подхватах завершает образ. Строго, но с характером. Далее переходим на лестничный пролет. Здесь высота от пола до потолка около 4 метров. Здесь важно все. Длина, посадка, выбор ткани,
пропорции. Ошибок быть не может. Сначала наш монтажник устанавливает профильный карниз с креплением в стену, аккуратно под потолочный плинтус. Разметка выверена до миллиметра. Это важный этап. От него зависит идеальная вертикаль драпировки. Затем дизайнер Евгения развешивает полотна на заранее подготовленные крючки. Тюль выбрана белоснежная, воздушная, хит этого сезона, а портьеры из мягкого итальянского бархата, премиального качества. Легкий благородный блеск, плотная текстура, выразительный цвет. Именно такие ткани создают эффект вау, даже при первом взгляде. Все материалы мы поставляем напрямую с фабрик, без посредников и лишних наценок. Это позволяет нам предлагать клиентам оптовую цену при европейском уровне сервиса. После отпаривания дизайнер вручную формирует складки и фиксирует их подхватом. В этом проекте использован декоративный рулик контрастного оттенка на подхватах. Эффектно, сдержанно и очень стильно. Теперь переходим на первый этаж. И первое, что привлекает внимание, окно с ламбрикеном по левую сторону от второго света. Что первым цепляет взгляд в любой комнате? Не диван, не люстра и даже не отделка стен. Это окно. Именно здесь должен быть тот самый акцент, который задает тон всему интерьеру. Современный ламбрикен, как идеально подобранное украшение в дорогом наряде. Он не просто завершает композицию, он делает ее роскошной. Профильный карниз монтажник установил заранее. Здесь установлен трехрядный белый немецкий профильный карниз с креплением в стену и элегантными боковыми заворотами. Первая линия под вуаль, вторая для портьер, третья специально под ламбрикен с жесткой встроенной липучкой. Такой карниз создан именно для сложных текстильных композиций. Затем помощник дизайнера Татьяна развешивает белоснежную вуаль. Обратите внимание, используются виниловые крючки улитки. Они не ломаются, не рассыхаются, служат десятилетиями. Это не обычные расходники из магазинов. Такие крючки идут в комплекте с нашими карнизами и являются лучшими мягкими крючками в России и Европе. Это наш стандарт качества. Следом развешиваем портьеры. Плотные, благородные, с бархатной текстурой. Татьяна отпаривает каждое полотно, добиваясь безупречных складок. Этот этап нельзя пропускать. Здесь рождается форма и выразительность ткани. Складка к складке, линия к линии. Все выверено до миллиметра. Когда вуаль и портьеры на месте, переходим к главному акценту – современному ламбрикену. Он завершает композицию, визуально поднимает потолок, добавляет глубину и структуру. В этом проекте мы использовали жаккард премиум класса. Ткань с выразительной, но ненавязчивой фактурой. Он подчеркивает статус интерьера, при этом не перегружает пространство. Монтаж ламбрикена быстрый и аккуратный. Все благодаря встроенной липучке в сам карниз. Так работает профессиональное оформление окна. Каждый элемент продуман. Каждый этап точен. Результат – интерьер, который вызывает восхищение. Шторы, как в журнале, по оптовой фабричной цене. Платите меньше, живите красивее. Это девиз нашей компании. Сейчас самое интересное. Мы переходим в комнату второго света с большим эркерным окном. С чего начинается восприятие гостиной? Не с мебели, не с декора и даже не с освещения. Главный герой пространства – это эркерное окно. Именно оно притягивает взгляд, задает эмоциональный ритм и становится отправной точкой всего интерьерного решения. В этом проекте мы оформим центральное высокое эркерное окно второго света в главной комнате загородного дома. Планировка нестандартная. Высота окна более 8 метров. Архитектура выразительная. Интерьер – утонченная классика. Монтаж начался с установки индивидуально изготовленного трехрядного профильного карниза. Первая линия для тюли, вторая для портьер, третья под ламбрикен. Крепление профильного карниза в потолок. Это профессиональное решение, создающее визуальную чистоту и высоту пространства. Высота окна почти 8 метров. Монтаж на такой высоте – дело точное и требует слаженной команды. Мы всегда выезжаем полным составом. Карниз был предварительно согнут по лекалу, снятому дизайнером при первом замере. Такой подход исключает любые неточности. Пока монтажник крепит карниз, дизайнер Евгения и ее помощник Татьяна подготавливают текстиль. Тюль надевается на виниловые крючки улитки. Это гибкие прочные элементы, которые не видны глазу, но обеспечивают легкое и надежное скольжение. Здесь мы используем портьеры премиального итальянского бархата с деликатным блеском и глубокой фактурой. Этот бархат доступен каждому нашему клиенту по оптовой цене. Цвет ткани подобран индивидуально, с выездом на объект, под освещение, стены и общий стиль. На всех наших шторах
используется профессиональная лента шириной не менее 8 см. Это не просто стандарт, это гарантия четкой формы, ровных складок и идеальной посадки. После развеса начинается отпаривание. Евгения и Татьяна вручную отпаривают каждый сантиметр ткани профессиональным парогенератором. Это последний штрих. Ткань раскрывается, приобретает объем, и штора становится произведением интерьерного искусства. Финальный акцент – это современный ламбрекен. Он выполнен из той же коллекции, что и подхваты. Из-за высоты помещения и недоступности установки лесов монтаж осуществляется с помощью нашей профессиональной лестницы. Дизайнер Евгения поднялась на самый верх и вручную с ювелирной точностью закрепила ламбрекен на жесткую липучку, плавно заведя его по стене. Все выполнено безупречно. Совет от нас, как от профессионалов. Если у вас высокие нестандартные окна, рассмотрите установку карниза на лифтовом механизме. Это удобно, технологично и современно. В нашем случае мы использовали стационарный карниз, потому что не было ниши. Но при наличии ниши лифтовая система идеальна. Гостиная в этом доме с характером. Высокая лепнина, классическая мебель, винтажные детали, старинные часы, зеркала, изящные подсвечники. Здесь каждая деталь – часть истории. И именно текстиль стал тем самым элементом, который объединил все в единую гармоничную композицию. Шторы здесь не дополнение, они смысл. Без них интерьер был бы просто красивым. С ними он стал по-настоящему изысканным. Шторы – это финальный акцент, без которого невозможен настоящий стиль. Мы создаем шторы, которые вызывают восхищение, которые становятся предметом гордости и тихой зависти в каждом доме напротив. Весь текстиль изготавливается вручную, в нашем собственном цеху, золотыми руками наших мастериц. Каждая строчка выверена, каждая деталь на своем месте. Видеоролики с цеха вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале или официальном сайте. Для наших подписчиков выгодная акция. При заказе от 2 окон оформление 3-го окна в подарок. А если вы назовете промокод, который подскажут наши менеджеры по телефону, получите эксклюзивную скидку на ткани с рисунком. Перед тем, как сделать заказ где-либо, посмотрите наши работы. Наберите в поиске «КАТО шторы» и убедитесь, что мы говорим не словами, а делами. Мы создаем красивые шторы для красивых интерьеров, доступные каждому клиенту. Шторы как в журнале, по оптовой фабричной цене. Если вы дизайнер по шторам с большим опытом или швея, которая шьет безупречно, тогда давайте работать вместе. Звоните нам в КАТО и Гладпро, лучшей компании по текстильному оформлению интерьеров. Огромная благодарность нашим клиентам за доверие в оформлении ваших окон и съемок данного проекта. Оставляйте ваши комментарии под видео, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!